Сука. Я же зарекся такие видео не писать. Ладно. Печенюхи, привет. Фильтра черно-белого не нашел. Я, так сказать, клац-клац. Поэтому буду руками. Всем, кто тут первый раз, скорее всего, таких будет много. Если YouTube поднимет алгоритмы. Денис меня зовут. Я тот человек, который хочет... очень понравилось ПВЕ. И я прохожу на стримах. Полностью выкачиваю всех. И я всех докачаю, все пушки докачаю и прочее, прочее, в общем. Прям по кайфу. И здесь я вот буду описывать там приколюхи, трюки, типс, вся фигня, как оно. Просто мне начало предлагать там какие-то подсказки и прочее по Вархаммеру. Я посмотрел видео 3 и такой, что это? Что? Чего здесь? Какие типсы? Это просто ты получаешь из опыта, играя в карты, в игру. Вот, сложности. Начнем со сложностей, а дальше потихонечку. Тут будут у нас основы. Оп! Я надеюсь, мое кресло вам слышно. Так вот, у нас есть 4 сложности. Но проблема в том, что сложность между средней и существенной, она колоссальна. То есть, если мы пронумеруем по тяжести, то получится 1, 2, 4, 5. То есть тут плюс 1 пункт лишний. И очень сложно. Очень больно, очень неприятно. Далее. У нас при этом, при всем, есть 6 карт. В октябре должна появиться 7-я. Я коротко под ним сейчас пройдусь. Стоит учитывать, что у нас есть, некоторые типы оружия. Одни наносят урон в точку, другие массово. И вот из этого нужно как-то считать, как-то придумывать, как-то решать. Моя банальная формула проста. Чем больше урона по площади, тем больше мы смотрим на тиранитов. Ну и, соответственно, чем меньше, тем мы меньше смотрим... тем больше смотрим на хаоситов. Тут как бы ничего нового. Но есть исключения. Потому что также решает открытость карты. И там открытость карты и как вы сталкиваетесь с противниками. Вот. Также у нас есть капсулы. Капсулы, они разбросаны у нас. Обычно у нас 2 или 3 капсулы. 2 или 3? 2. 2 капсулы со сменой оружия. И вы онлайн можете переключать перед следующим заходом. Там, допустим... Не пренебрегайте, в общем, этим. Это тоже опытным путем все будете чувствовать, но этим не пренебрегайте. Еще одна вещь по сложности, по картам сложности. Не стесняйтесь проходить в одиночку даже. Обычно онлайна очень много, и к вам подключение будет. Но сначала вы сидите на средней сложности. Как только вы набиваете необходимое количество зеленых дат, вы садитесь на фиолетовую и дальше садитесь на золотую. По количеству дат я объясню далее. Армори дата. Итак, карты. Быстренько по картам. Тираниты. Самая средняя карта, самая клевая, самая удобная. Скорость ее прохождения будет зависеть от вашего опыта. То есть, где я быстрее прочекать, где я лучше прокинуть ауспекс там, или еще что-то. Вот из таких вот микромелочей. Мозг Улья. Очень интересная карта, но на высоких сложностях становится тяжелее, потому что последний босс, он имеет 2 стадии, и у вас может не хватить ресурсов на 2-ю стадию, и босс очень душный. В общем, такое себе. Далее. Твою мать. Ты шо, дурак, что ли? Прошу прощения. Vox Libertatis. Или Воск.
кто как называет. Она сначала у меня была одна из самых любимых, но чем выше сложность, тем она душнее, тем в ней неудобнее, тем в ней тяжелее и прочее, прочее. Поэтому на зеленой сложности она очень клевая, очень удобная, потому что все геносемени, все даты, прочее, лежат в определенных местах, и их очень тяжело пропустить. Очень много скипов, то есть там где-то можно пропрыгать, пробежать, забить болты, прочее. Далее. Далее у нас идет усыпальница. Я ее называю птица счастья. Почему птица счастья? Потому что одна из самых легких карт в плане понимания, какое нужно оружие, в плане последнего босса и в плане, в принципе, прохождения. Ничего сложного, дракон вам сам помогает. Мастхэвная карта вообще очень приятная для определенных типов оружия. Прям вообще замечательная. Вот эту говнину, вот просто, блядь, все, просто не заходите, вообще забудьте об этой карте. Это прям фу, прям. И 6-я карта, баллистический состав, она без босса, она очень удобная, она тоже быстро проходится. В ней есть очень такие хитрые вещи, хитрые приколюхи. Если будет интересно, прям по каждой пишите, если будет интересно, надо по каждой покажу. Но опять же, проще прийти на стрим и увидеть, как я прохожу эти карты. Как они проходятся, как они вдвоем проходятся, в одного проходятся, какие ситуации, бывают, с какими ты, так сказать, сталкиваешься. Итого, как выбрать карту? Мы выбираем оружие, которое хотим качать, во-первых. Потом мы смотрим, сколько вас в Дискорде, которое забанили. Я сценарий писал до того, как все это произошло. Но, как бы, умельцы уже есть, поэтому я уже как бы в Дискорде сижу. Далее. Смотрим список любимых карт. А это у нас баллистический состав, птица счастья и тиранитская первая. Ну и также можно Вокс рассмотреть. Вот. И из этого играем. Вот и все. Вы молодец. Здесь все. Поехали. Общую концепцию так сказать, в том, что у нас есть. Итак, смотрим. Armory Data. Это вот эти вот штучки сверху. Я думаю, не надо объяснять, что это. Вещь, необходимая для прокачки оружия, его подвидов. Суть в чем? Нельзя накопить больше 20 Armory Dat. Из этого делается какой вывод? Правильно. Как только вы накопили необходимое количество зелененьких всех этих, то есть нам нужно сюда один, и это все автоматически прокачивать в зеленых и фиолетовых. То есть здесь один. Ну, в общем, посуммируйте, сколько вам нужно. И идите дальше на следующую сложность. Не держитесь, не сидите. На фиолетовой сложности можно бегать с зелеными пушками. Нет проблемы. Можно проходить. Оно это и подразумевает. Да, у вас там не будет какой-то прокачки, но оно под собой это подразумевает. Далее. Я расскажу о пистолетах и о оружии, которые могут одевать не только лишь один класс. Ну, то есть, что можно взять, что могут взять все. И как с этим, что с этим играть. Плюс этого оружия и пистолета в том, что вы слабо раскачанных пацанов вручаете им серый, то есть вот зеленая мельта, но плазма, причем уже выкачанная, естественно. И это очень сильное оружие, которое поможет вам подкачаться на фиолетовой сложности, на зеленой сложности. Ну, то есть такой вот облегчение жизни при прокачке новых персонажей.
Поехали с пистолетиков. Первый мы возьмем болт-пистолет. Это такая универсальная штука, которая имеет очень много пулек, и за счет этого она превращается такой в полуавтомат. Прекрасно себя ощущает. Ну, билд у меня вот такой. Через пульки, не в голову, просто через пульки. Тут как бы ничего не придумать. Потому что урон в голову, ну, он как бы нужен, но как бы и все равно. Потому что здесь 10% дается, здесь много пулек. Ну, не знаю. Практика показывает, что лучше так. Сверх того, вот есть вот такая штука, которая повышает вам ДПС, когда придут чемпионы. Это очень полезно, потому что с чемпионами проблемки. Далее. Штурмовичок. Ну, давай на тебе посмотрим. О, не докачал еще. Чуть-чуть не докачал. Болтер. Болтер-пистолет — это пистолет, который чуть хуже. Он чуть хуже в нанесении урона, чем обычный болтерный, но пистолет предназначен для билдов через карательный выстрел. Когда вы уворачиваетесь идеально или парируете идеально, вы можете выстрелить. И просто в болтер разгоняется в урон с выстрела и убиваете карательным выстрелом. То есть оружие подойдет кому? Штурмовику, бастиону. Авангард, по-моему, не может его таскать почему-то, хотя было бы приятно. Соответственно, для тех, кто идет через карательный выстрел. И дальше плазменный пистолет. Где ты? Да, у бастиона он. Плазменный пистолет. Вот такой вот билд. Сразу смотрите. Это антиэлитка. То есть двух или трех заряженных выстрелов хватает, чтобы отправить их в добивание. Очень приятно, очень удобно. Ты ни от кого не зависишь. Соответственно, то оружие, которое стреляет сплэшем, ты берешь этот пистолет, хорошо себя чувствуешь. Так и наоборот. Если у тебя точечный выстрел, то ты берешь пистолет, который... Ну, обычный пистолет, который по массе стреляет. Вот таким образом. Ну, допустим, например, есть тут плазма, есть тут тяжелый болтер. Допустим. Он хорошо, ну, он в соло-таргет себя не очень хорошо чувствует. Долго отправляет в ног. А тут всего лишь нужно 2 зарядки. Поэтому и билд через зарядку. То есть побыстрее, побольше, побыстрее зарядить, чтобы было хорошо. Кстати. Больше урона. Выстрелы заряжаются быстрее. Я знаете даже как сделаю? Я даже при вас поменяю билд. А он туда... Не понял. А почему он сюда не идет? Я был уверен, что он... У него прерывание идет. Вот этого я не знал. Вот видите, я даже с вами сам знакомлюсь с этим. Ну вот, я думал, что можно. А тут только вот одна ветка. Ну, это уже впоследствии. Вот такие 3 пистолета. Далее, ближний бой. Ближний бой. Стоит учитывать в ближнем бою, что у нас есть такая вещь, как парирование и уклонение. Заходим в любое место. И тоже про основы. В ближнем бою что нам нужно? В игре есть, ну, наверное, это все-таки баг. Можно бесконечно кувыркаться. И тебя, скорее всего, не убьют за эти кувырки. Ты будешь ждать, пока твои товарищи возродятся. И за счет этих бесконечных кувырков ты можешь иногда отстреливаться. Пример хороший, если вы играли в Герой 3, в Хоту, и брали Погост. Вот что-то вот такой вот геймплей будет, когда вы остались один. Далее. Ближний бой. Есть одержимые Адептус Милитари.
Они же поклонники Динча, и они давятся ногами. Ну, то есть вы можете в них бежать, они давятся. То есть даже пульки можно не тратить. Есть такие места, где проще подавить, там, чем пытаться отстрелить всех. И еще одна вещь ближнего боя. Если можно добить, добивайте, не тратите пульки. Если вашему союзнику нужно добить, тоже позволяйте ему добивать. Чтобы он там возродил хп, получил броню, если у него проблемы, и прочее, прочее. Сверх того, добивание в драке дает неуязвимость. То есть вы можете задоджить гранаты, вы можете лишний урон не получать, который должны были получить. Такая хитрая такая штука. Итак, у нас всего лишь 3 оружия, которые можно надеть на нескольких персонажей. Остальные они специфические для класса. И первым у нас идет, что у вас быстрее всего выкачается, это цепной меч. Он у нас умеет урон в одиночную цель, ну, за счет комбы. Но я его юзаю как урон топота. То есть раскидать маленьких, АОЕ урон нажать, так сказать. Через 3+1. 3 легких удара, 1 удар топот последний. Хороший зонинг, который позволяет просто выжить. Даже смотрите, здесь я пошел не через радиус. Радиус он приятный, но не очень удобный. Но хотя можете на самом деле тоже поэкспериментировать с билдом. Можете, я даже его тоже попробую. Есть второй топот, но он не очень удобный в нажимании. Ну так, неудобно, скажем прямо. Далее, нож. Нож. А, кстати, еще самое главное забыл сказать. Про ближний бой. У нас есть 3 положения. У нас есть отражение. Это синенькое окно, больше, и вы сможете сделать карательный выстрел. Блок, где нет окна идеального парирования. И баланс, это, среднее окно. Баланс. Суть в чем? Когда у вас стоит блок в оружии, вы не можете делать карательный выстрел. Вообще. Поэтому, если оружие вам дает блок, вы его качаете за счет даты и никогда, блядь, в жизни не надевайте. Никогда. Иначе ваша жопа, блядь, сгорит и отвалится. Никогда в жизни этого не делайте. Вот, поэтому вот это я качал за элемент, вот это я тоже качал за армори дату. Потому что пипец, блядь. Можно так жестко зафейлиться. Продолжаем. Нож. Нож идеальное оружие для дуэли. И также у него есть опция быстро выживать, парировать и играть через, скажите, я скажу. Через сплэш. Где? Вот. Колющие удары заменяется урон. То есть во время спринта и делается такой дэш, который, рывок, который наносит урон вокруг себя. И за счет этого можно выживать, урон наносить, сокращать дистанцию, прочее. Очень приятная штука, потому что я, опять же, играл и так, и это мне очень нравится. Также нож идет через скорость, через баланс. Можете через отражение попробовать, но такое себе. Но это понятно. Это, блядь, пошло короче. Кровь Восса. Мой выбор, и вам его тоже рекомендую. Тут сами прочитайте. Я здесь через зубья. Можно и так. Через скорость, но и этого, в принципе, ножа тоже хватает. Скорость чуть меньше по камбухе, но ее хватает, поверьте. На удивление. Я же через него играю. А может и не через него. А вот я, видимо, вас обманул. Видите? Я вас обманул. Я вспомнил. Я здесь играю через отражение. Почему? Потому что иногда происходит так, что вы первая линия.
То есть нету ни танка, ни штурмовика, ни авангарда, ничего нету. И солдат превращается в первую линию. Поэтому он здесь через отражение и через скорость, чтобы разгонять толпу. Вот как-то так. И остается последняя штука, но я ее не качал, я сразу вам скажу. Это кулак. Глядя на него, он у меня, ну, не вызывает, так сказать, не вызвал и, в принципе, в бою не вызывает удовольствия и вообще понимания, нахера он нужен. Объясняю. Те, кто могут одевать кулак, у них есть свое персональное классовое оружие, и оно намного себя приятнее ощущает. Поэтому, в принципе, как таковой, зачем кулак, я не знаю. Может, я его еще покачаю, но вот все, что я от него увидел, ну не очень. Вот и все. Коротенечко получилось на 21 минуту. Ну, основы. Все. Всех обнял, приподнял. Приходите на стримы.